Вот симпатичная гостиница. Смотрите, как здесь все обставлено. Такой красивый ресепшн, повсюду картины с изображением Саи-Баба. Кстати, здесь, видите, коридор декорирован шариками воздушными и тоже присутствует черный цвет. В одной из моих предыдущих сериях мы обсудили, что очень странный выбор у индийцев по цветам. Так, сейчас посмотрим номер. Не супер. Не, ну вот это вот, да, самое главное. Для Артура самое главное, чтобы был чайничек электрический. Нам бы чайничек. Так, неплохо, но не прям супер. Учитывая, что нам за 1,5 дня скажут, скорее всего, около 10 тысяч. Все, решили здесь и остановиться. Смотрите, Парам уже улегся вздремнуть. А я говорю, давай вставай, мы сюда не спать приехали. Артур занят приготовлением кофе. Я сейчас буду себя приводить в порядок и покажу вам немножечко номер. Вот посмотрите, какой отсюда открывается вид. Довольно-таки неплохой. Мы находимся очень близко с самим этим мандиром, храмом Саи-Бабы. Какое у нас не слабое утро. Кто-то кофейком балуется с утра, а у нас здесь, смотрите, уже бои гладиаторов. Утро следующего дня, через час нам уже отсюда выселяться, и мы собираемся в храм Саи-Бабы. Ну, точнее, я собираюсь, а мужчины мои дурью маются. Непонятно, чем занимаются. Парам не просто так выбрал для меня этого святого, его почитают во всем мире, абсолютно все религии. Ну и поэтому он считает, что именно Саи-Баба мне должен помочь решить мои проблемы. Ну, даже вот что касается сегодня. У меня камера опять стала давать сбой, почему-то не реагирует сенсорный экран. Я не могу регулировать, не могу удалять, не могу просматривать видео, материал, который я сняла. Естественно, по этому поводу я очень сильно расстроилась и плакала. У меня сейчас уже почти год постоянно какой-то негативный фон. И когда происходят какие-то неприятности, ну, как Парам говорит, мелкие неприятности, я начинаю плакать. А Парам на это реагирует очень агрессивно даже реагирует. Ну, вот я не знаю, как другие мужчины. Меня вы смотрите, мужчины, как вы реагируете, когда ваша женщина плачет. У Парама ужасная реакция, он начинает злиться, он непонятно вообще не знает, как себя вести, и мне от этого еще больше хочется плакать. Ну и, в общем, Парам говорит, что надо с этим что-то решать. Парам считает, что если вот так вот плачешь по мелочам, ну, как он считает, по мелочам, то Бог даст такие проблемы, которые на самом деле вызывают слезы. То есть нужно, наоборот, стараться больше радоваться, стараться получать удовольствие от жизни, и тогда, соответственно, Вселенная будет давать больше позитива. А почему мой сын плачет? Боже мой. Боже, друзья, что произошло? А Артур прищемил себе палец, поэтому он плакал. Я думаю, мало ли, что он там ноет, не ноет. Оказывается, действительно, так сильно прищемил палец, там содрал себе кожу. Парам, расскажи, почему это... Не, я сейчас расскажу, как это произошло. Парам пошел купаться, и у него рука была в дверном проеме. И, ну, как бы неприкрытая дверь, Парам не любит, когда дверь открыта. Обычно всегда он дверь, это не то, чтобы закрывает, он ее так захлопывает обычно, да, что все стены дрожат. Ну, я его за это ругаю. А сегодня он, ну, слава богу, ну, как почувствовал, он просто, ну, знаете, так, толкнул просто дверь. А там как раз был Артура палец, который пострадал в итоге. Вот. И Парам мне сказал, почему, so why this happened? He 2 hours play, all time laughing. I understand today crying. This we are Indian, вот, really tradition, Indian tradition. Что они с Артуром... Они с Артуром игрались на кровати, устраивали бои гладиаторов. Им было весело, классно, хохотал. Артур, ну, он обожает такие игры. Парам тоже хохотал. И вот Парам говорит, что он слишком много смеялся, и теперь пришлось поплакать. Ну, такое, знаете, я так поняла, что тут имеется в виду баловство, когда дети именно дурачатся, балуются, и потом приходит расплата за такое веселье. Все, котенька.
Все, уже нормально. Уже вроде бы как пальчик не болит. Слава богу, перелома нет. Я же говорю, это слава богу, что Парам не закрыл дверь, как обычно. Sorry. Все, прощаемся с персоналом. Ох ты, посмотрите, как приятно. Действительно, высший сервис. Что это такое? Здесь и сам свиц. Да. И что? И маски, смотрите, нам еще подарили. Мы как раз же сейчас идем в храм, и ребята сказали, что там компалсари, но обязательно нужно заходить в масках. Ну, что, парень? Так тут пристают, так лезут. Очень много здесь людей, которые просят деньги, какие-то предлагают услуги, которые нам, собственно, не нужны. И очень огромные очереди, друзья. Чтобы не выстаивать в этой очереди, мы заплатили деньги. How much? It's 400 rupees. 200 рупий с человека. Артур бесплатно. Для того, чтобы пройти, ну как, очередь будет, но из тех людей, которые заплатили деньги, их как бы не так много. И вот видите, тут даже Парама фото сделали. Scan, да. Ну, только Парама, но, естественно, мы как бы входим в его компанию. Я так переживаю, Парам... No chappal, camera, Да, all сейчас must keep here. там внутри нельзя будет не снимать ничего. Тапки тоже надо будет снять, только деньги. But money. И Парам говорит, I must give money for Sai Baba. И говорит, сколько ты, ну, говорит, некоторые люди 50 тысяч дают, кто-то 1 лак дает, это 100 тысяч. Варам говорит, сколько ты можешь, ну, дать денег, как говорится, от души, не оторвать от сердца, а от души. Я говорю, ну, где-то 100 рупий я могу дать, так, чтобы мне жалко не было. Говорит, нет, говорит, тебе нужно освободиться от вот этих вот комплексов, что ты слишком зажата, поэтому к тебе деньги, ну, плохо текут, не текут ручьем. И, соответственно, я и тащу ко дну всю нашу семью. То есть он считает, что это все из-за меня, что я слишком, знаете, расчетливая какая-то, или нет, даже не расчетливая, а практичная. Слишком уж я практичная женщина. Что я подсчитываю, знаете, расходы, доходы, дебет с кредитом постоянно. Show people how this is normal line you go. Ага, сейчас покажу вам, какая очередь из тех людей, которые не захотели платить. Говорит, там часов 5-6 надо стоять, представьте себе. Ну, лучше уже 200 рублей заплатить. Парамент, Артур. Боже, я забиваюсь, тут такая суматоха, ну просто хочется сейчас снять, потому что потом возможности такой не будет. Так вот, ну и Парам сказал, что сейчас вот у тебя есть шанс освободиться от этого, чтобы ты не жалела деньги. Деньги должны постоянно быть в движении, и тогда они будут, в принципе, да, тогда они будут. И говорит Парам, 10 тысяч, говорит, дай, 10 тысяч рупий. Боже, за 10 тысяч я могу столько всего классного купить, одежды, там куда-то даже поехать, попутешествовать. В общем, 10 тысяч я точно не дам. Сейчас я решаюсь на то, чтобы дать 5 тысяч. Но пока я не могу сказать, что это будет от души, от сердца. Сейчас я постараюсь как проработать себя, проработать эти свои зажимы и блоки, чтобы быть щедрой душой, открытым сердцем. Вот такие, как все индийцы. Вот Парам, да, вот вы видели много раз, как он вообще абсолютно ему не жалко, он и нищим деньги раздает, и астрологам там 1000, до которой я его там пилила. Вот это, кстати, с этого все и началось, когда я целый день его пилила за то, что он отдал 1000 рупий астрологу. После этого он решил, что я тяну семью ко дну. Сюда надо будет все сдать сейчас. Делюсь впечатлениями, пока мои эмоции еще свежие. В общем, друзья, несмотря на то, что мы заплатили 400 рупий, все равно нам пришлось примерно 2 часа пробираться по этим очередям, по этим лабиринтам узким. Поначалу было еще неплохо, поначалу было спокойно, знаете, такая вот умиротворенная атмосфера, вокруг люди такие приветливые. Ну, действительно, это святое место, намоленное, позитивная энергия, все это ощущалось в начале. Действительно, я
как-то погрузилась во все это, позитивные мысли. Но потом, в какой-то момент, наши очереди, то есть нашу очередь и те люди, которые не платили ничего, соединили. И тут началось что-то ужасное. Я сейчас так громко разговариваю, потому что здесь очень шумно. Значит, друзья, преданные из той очереди оказались более возбужденными, более эмоциональными. Ну, плюс еще им пришлось гораздо больше времени потратить. Наверное, устали, пока продвигались в своей очереди. Короче говоря, начались какие-то беспорядки. Стали ломиться, кто-то пролазит, давит. В общем, я ощутила на себе весь этот ужас толпы. И когда мы уже под конец подошли ближе к этому Саи-Бабе, честно говоря, я уже даже забыла, зачем я пришла, что я собиралась у него просить. Ну, уже как-то, знаете, совершенно поменялось настроение. Мне уже хотелось куда-то убежать поскорее. Ну ладно, потом я немножечко собралась, все, денежку я отправила. Когда мы уже были совсем... Ой, женщина, потише, пожалуйста. Я вроде бы как нашла какое-то более или менее тихое местечко, и то здесь надо куда-то, наверное... В общем, ладно, друзья, значит, когда я подошла уже к самому сердцу этого храма, я хотела помолиться, склонить голову, то есть как-то сосредоточиться. И тут я почувствовала, как женщина-работница меня хватает за руку и выталкивает, мол, уходи побыстрее, место дай другим. Ну, в общем, впечатления у меня такие немножечко смешанные. Ну, слава богу, что мы все-таки это прошли. И теперь я долго, наверное, не буду посещать подобные храмы. Посмотрим, какие изменения произойдут в моей жизни. Может быть, действительно, этот челлендж я проходила не зря. हाँ मिठाई आओ आओ चलिए आपका बेटा नहीं किसका है? Очень много здесь бизнесменов, просто пруд пруди. Они предлагают свои товары. Парам, как обычно, раздает всем деньги, милостыни, что-то покупает. У нас уже очень много разных нужных и больше ненужных вещей. Есть просто вот такие вот люди, которые просят милостыню. Ну, вот видите, эти мужчины не видят, слепые. И просто толпы народа. Смотрите, сколько много людей на этом байке. Вся семья, что там? Don't speak. 100 rupees fine because Indians, you know, А, видите, здесь написано, не надо плеваться, иначе будет штраф 100 рупий. Swami Sharanam. Come on, देना पड़ता है you want change? इसके अंदर लगाना. За парамом гонятся слепые. Представляете? Это сейчас разбежались, как я камеру достала, а до этого целая толпа. То есть тут кому-то даешь деньги, и за тобой начинает гнаться целая толпа. Все. What happened? Many people has money. My 1,000 gone like this. Американские горки, а это индийские горки. Кто бы рискнул проехаться на таком? Ничего себе достопримечательность. Мы вообще сюда приехали. Это тоже знаменитое место, связанное с Саи-Баба. Здесь он, как при жизни, он здесь проводил очень много времени.
Я вам попозже постараюсь рассказать более подробно, пока я еще сама не все поняла. Как за вход, видите, надо заплатить. Сейчас еще, представляете, даже с ребенка хотят содрать деньги. Это неправильно. У нас первый раз такой. This is first time like this. Никогда, сколько мы уже мест посетили, нигде не просили денег с ребенка. Сейчас, смотрите, все будут возмущаться. Парам хочет завести толпу. Фокус не удался, пришлось заплатить еще и по 150 рупий. Я видела, что семья, у которых ребенок вообще малюсенький грудничок, и тоже они заплатили. В общем, никуда не денешься, значит, здесь такие правила. Но местечко действительно неплохое. Я думаю, что Артур здесь классно проведет время. Здесь много разных качелек, разных каруселек. В общем, будет, я думаю, что Артуру не скучно. Что тут? А? Oh. All family go. Which style is this? Rajasthan style, na? राजस्थान और कश्मीर दोनों Kashmir. Rajasthan and Kashmir style. Да, у нас совершенно бесплатно можно отдыхать в парках, где покруче аттракционы, а здесь вход 150 рупий. Ну и вот это вот тоже за отдельную плату. Супер индийская горка. Я не потерплю этого. Неужели опять? Again you want to? Опять астролог. Наверное, Саи Баба мне не помог. Опять я начинаю возмущаться. Парам думал, что после посещения храма Саи Бабы я изменюсь в этом плане, что мне уже будет абсолютно все равно, на что Парам тратит деньги. Я буду его поддерживать во всех его тратах. Но этого, по-моему, не произошло. Так, ребята, что тут еще? Видите, можно кукурузку заказать себе, водопавчики, какие-то соки, напитки. Ну так, видите, как-то здесь не ухожено, не очень-то и чисто. Хотя бы за то, что здесь платный вход, могли бы и как-то немножечко подсуетиться. आपका क्या करता है इसका? Magic show दिखाते हैं? Фокусник. Ну, конечно, не за бесплатно, не за спасибо работает. Ой, как он протер стол. Артуш, видишь, дядя протирает стол. Отойди немножечко. Пыль на всех летит. Ну, это ничего страшного. Astrology today we must enjoy magician. Magic show. Какое счастье. Парам сегодня решил к астрологу не ходить. И решил потратиться на вот этого парня, который сейчас будет нас развлекать своими фокусами. जादू वाली बांसुरी ये वाला हाथ खाली है पंख लगाएंगे थोड़ा सा मट्टी को लगाएंगे करना दो के सेकना इन सर के हाथ में 2 सिक्का बनाएंगे 2 बन जाना 2 हो जाना ये झोले से थोड़ा मट्टी निकालेंगे कितना हुआ नहीं अभी एक करो ये कॉइन सिंगल है या डबल है दे दो देखना मैडम एक सिक्का है पंख लगाएगी इस वाले हाथ थोड़ा सा मट्टी को लगाएंगे और ऐसा खींच कर 2 बनाएंगे फेंक देना हाँ यहाँ पर फेंक दो सामने में जल्दी से फेंक दो आपकी बस मजा नहीं करना है सर सिक्का फेंक दो यहाँ पर है देखना तुम्हारा नहीं कोइन गया नहीं है अभी जांच कर लेंगे दोनों हाथ ऊपर कर लो अपना और थोड़ा सा सर अपना ये हलाओ चेक करने को दिया उन सर ने मनी ऑर्डर कर दिया Мужики прокатились все-таки на этом поезде. Поделитесь впечатлениями. Ну как? А? Ну как? Расскажи. Расскажи о суровых индийских горках. Не, ну меня чуть не выбросило, честно. А чего? Почему? Там не закрывается? Ага. Даже не закрываются эти вагончики. И как тебе удалось удержаться? No, we said later. And you, Парам? I am very afraid of torture, very enjoy. Ну कमान. 5 rupees. हबड़िया कितना है ये बाल वाला और आँख नहीं है पागल दे मेरे को ये नहीं दे दूंगा तेरे को पैसा ले मैं पुलिस को बोलूंगा 1 मिनट दे फोन दे फोन
दादा किसका है बच्चा तो क्या जिम में हाँ जा जिम में Видите, какие здесь интересные инсталляции прошлых времен. Но, честно говоря, ребята, особо ничего не изменилось. Когда мне пора говорит: о, смотри, смотри, раньше так было. Вот это вот колясочка, там люлечка. А это то, это все точно такое же. Я практически каждый день наблюдаю. Что 100 лет назад, наверное, 200 лет назад, что сейчас. Особо ничего не поменялось. Что у нее? Сари и кокос. Да, Индия до сих пор не утратила свой колорит. Артур, иди посмотри, там интересное что-то. О, Вон, спасибо вон, за смотри, Артушенька, что они делают? Подкову, что? Ой, господи. Да, наверное, подкову. Чем мне нравится этот парк, представьте себе, у нас в Матаране такой роскоши нет, что здесь можно посидеть на травке, вот так вот разложиться, даже полежать можно. Вот мы купили сок арбузный и отдыхаем. Набегались, напрыгались, особенно парам с Артуром. Я уже старая женщина, я особо ни на чем не покаталась, но все равно получила максимум удовольствия. Мы сейчас так расположились, смотрите, над нами этот поезд проезжает, как раз вот рельсы над нами. Артур говорит: мама, может такое быть, что... Может такое быть, Артур спрашивает, что поезд на нас упадет? Конечно, может, сынок, в Индии все может быть. Парам, and what you ask, Sai Baba? Что, о чем ты попросил Sai Baba? I openly go to temple. I never ask anything with regard. Well, I am very happy what I have with me, and I am very thankful God. Yeah, what you give for me, I am very happy. And today, especially, I came here for you only. You must be changed. You must be changed. Окей, I will try. Я надеюсь, что Sai Baba will help. Yes, I hope. Sai Baba был целителем. Вы видите, здесь изображено, вот мужчина обратился, у него какие-то проблемы с ногой. Здесь женщина с ребенком, с больным, которому он тоже поможет. И это, наверное, помощник Sai Baba сейчас готовит какое-то зелье целительное. Knife they all make hot after they make like sharp knife sharp. Mama show don't touch. Куда ты, малой, поперся? Malchik. What problem is? Maybe touch. This is very hot. Слушайте, это что, мобайл? No. У него мобайл? This is Miro. He cut hair. See, this man barber. He А, cut это hair. парикмахер. And he see А how я it думаю, смотрю, вот паренек смотрит сторис в Инстаграм. Не, это он в зеркало смотрит, любуется, как его только что подстриг, как ему усы сделал этот парикмахер. Напоследок решили посетить ресторан. Ребята, вот это вот нам посоветовал место. Таксист сказал, что это самый лучший ресторан в этом городе. Ну, можно сказать, бар-ресторан, правильнее, вернее сказать. Он похож на какой-то банкетный зал. Посмотрите, причем здесь несколько залов. Вот нам сказали идти сюда, так как мы семья. Есть отдельно зал для мужчин, которые приходят выпивать. Есть отдельно зал для парочек, которые приходят посидеть в романтической обстановке. А это семейный зал. Chana, masala. Пока готовят нам заказ основной, смотрите, нам подали к пиву, ну это стартер здесь называют, в качестве закуски вот такой вот салат. Что это за крыска набросилась, а? Как тазик, Артур, да? Мы такого огромного ромали роти. Какой-то переборчик, по-моему, у меня сегодня на лбу. В общем, друзья, сидим, едим, ждем основной заказ и наслаждаемся просмотром игры в крикет, которая сейчас проходит в городе Пуне, да? Yeah. Sab le ke aao. Наш основной заказ – кабаб, шашлык, салат и биряни. Смотрите, новоявленный блогер тоже снимает. Парам, for what you make video? For who? Для чего? Для чего? Почему? Для кого? Для for WhatsApp. Парам снимает видео и делится в WhatsApp в статусах для
клиентов, у него очень-очень много людей там. Ну, Артур, приступаем уже, все, папа снял, можно кушать. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.